Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами приготовим фаршированные перцы. И поверьте, это будут самые вкусные перцы, которые вы когда-либо пробовали. Рецепт необычный, уверена, вы еще такие перчики не пробовали, поэтому записывайте, сохраняйте видео, подписывайтесь на мой канал и начинаем готовить. Список ингредиентов вы видите сейчас на экране, а также такой же список вы найдете в описании под видео. И для начала нужно отварить рис. Выбирайте рис круглый, это обязательно, так начинка получится более мягкая, нежная и гораздо вкуснее, чем с длинным рисом. Перцы мы берем крупные, мясистые, вот такие вот большие. Сначала их нужно промыть, затем разрезать пополам и удалить серединку. Обязательно оставляйте вот этот зеленый хвостик, старайтесь разрезать перец сразу пополам вдоль хвостика. Тогда перчики получатся более аккуратные, более красивые и интересные. Но это, конечно, совсем не обязательно. Если вы хотите приготовить целый перец, не разрезать его, конечно, можете сделать и так, на вкус это не повлияет, но мне нравится фаршированный перец именно в половинках. Затем обязательно прокалываем перчики зубочисткой. Благодаря этой хитрости перчики не будут лопаться, гораздо лучше и быстрее пропекутся, поэтому не упускайте этот момент. Выкладываем все половинки на противень, застеленный пергаментом, и отставляем в сторону. Всего у меня было 7 перцев, то есть 14 половинок. Пока варится рис, мы займемся приготовлением начинки. Лук нужно мелко порезать, но у меня есть вот такая вот штучка интересная, поэтому я могу быстро порезать и лук, и морковку, и затем просто сполоснуть проточной водой. Но, конечно, вы можете этого не делать. Чеснок и морковь просто трем на мелкой терке, а лук мелко нарезаем. Также хотела уточнить, что рис мы варим около 20 минут. Кипятим 400 грамм воды и в кипящую воду добавляем 170 грамм риса и варим на медленном огне. Я уже измельчила лук, посмотрите, насколько мелко справился мой агрегат. Теперь на сковородке разогреваем растительное масло и добавляем лук. Жарим его до полупрозрачности. Буквально 5 минут этого будет достаточно, а я пока займусь морковкой. Как я уже говорила, вы можете просто натереть морковь на мелкой терке. Либо же мелко порезать мелким кубиком, но прям очень мелким. Если вы умеете это делать, то, конечно, пожалуйста. Вот такая красота у меня получилась. Лук уже обжарился. Теперь добавляем морковку и жарим еще буквально 4 минуты. Если масла в сковороде не осталось, то я всегда добавляю воду. Слишком много масла я не использую, мне это не нравится, поэтому воды вполне достаточно. И затем добавляем зеленый горошек. У меня замороженный горошек, можно сразу его добавлять, либо же свежий, неважно какой у вас есть. Солим, перчим по вкусу и, конечно, добавляем любимые травы. Я всегда добавляю сушеный чеснок, сушеный зеленый лук, но вы можете добавить все, что вам нравится. И как только мы все это обжарили еще 5 минут, сразу добавляем к готовому рису. Рис получился очень мягкий, и за счет того, что мы использовали круглый рис, начинка получится более сливочная. Все перемешиваем и отставляем в сторону. Теперь нам понадобится семга. У меня здесь 400 грамм. На такое количество перцев этого будет достаточно. Острым ножом срезаем шкурку и нарезаем рыбку мелким кубиком. Конечно, эта рыба не самая дешевая, но поверьте, перцы получаются безумно вкусные. Если вы не можете найти такую рыбу или вам она не нравится, то можно взять консервированный тунец в собственном соку и будет тоже очень вкусно. Но в крайнем случае, если вы не любите рыбу, то возьмите любимое мясо, курицу, индейку, сделайте фарш и тоже будет вкусно. Но с рыбой обязательно попробуйте хотя бы раз. Уверена, вы будете в восторге. Добавляем рыбу к начинке и все хорошо перемешиваем. К этому времени рис уже остыл и можно спокойно добавлять рыбку.
Рыбу мы предварительно не отвариваем, в этом нет необходимости, потому как в процессе выпекания рыба полностью приготовится, она будет мягкая, нежная и сохранит всю пользу. Теперь берем сливочный сыр и добавляем к нашей начинке. Берите любой мягкий сыр, который вам нравится, у меня Филадельфия. Посмотрите, выглядит уже вкусно. И вы только представьте, что будет после приготовления. Просто объедение. Теперь берем наши перчики и наполняем их начинкой. Сначала распределяйте равномерно по каждому перцу. И если остается начинка, можете положить с горкой, сверху. Ничего страшного не будет, начинка не растекается, а вкусно будет в любом случае. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 1 час. Теперь займемся приготовлением соуса. Для этого в сковородку добавляем растительное масло и точно таким же способом нарезаем лук, чеснок и морковку. Лук мелко режете, чеснок и морковь натираем на мелкой терке. Обжариваем точно так же, как мы это делали для начинки. Этот соус очень простой в приготовлении, но безумно вкусный. Готовится из простых ингредиентов, очень быстро и может стать прекрасным дополнением к любому блюду, хоть мясному, рыбному или даже овощному. Точно так же обжариваем лук до полупрозрачности, добавляем морковь, чеснок, обжариваем все до готовности, добавляем воду, если в этом есть необходимость, и любые специи, соль, перец, травы. Я добавляю обязательно паприку, душистый перец, черный перец. И все обжариваю до готовности, буквально 7 минут. Затем добавляем помидоры. Если у вас есть цельный помидор, то снимите с него шкурку и добавляйте томатное пюре. Я добавляю уже пассерованные помидоры без кожицы, то есть это просто томатное пюре, не томатная паста, не путайте. И обжариваем все снова около 7 минут. И в конце добавляем свежий базилик, обязательно свежий, в этом вся прелесть и вкус этого соуса. Достаем наши перчики и выкладываем соус на каждый перец. Соуса не жалейте, его много, хватит на каждый перец и даже больше, поэтому смело добавляйте много, так будет еще вкуснее. И запекаем еще 10 минут уже с соусом. И вы только посмотрите, какая красота получилась. Пахнет просто безумно, выглядит тоже очень аппетитно, просто невозможно удержаться. Обязательно пробуйте, уверена, этот рецепт вам понравится. Пишите в комментариях, что у вас получилось. Всем спасибо, берегите себя и до скорых встреч. Всем пока!